Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать вот такую замечательную заготовочку. Шьется быстро, просто, легко, а главное из остатков от шитья. Прекрасно держит форму, из нее можно сшить очень много интересных и полезных изделий. Приступаем. Заготовку буду делать так. Положила спанбонд, это будет нижняя часть сэндвича. Далее наполнитель, у меня это Slimtex сотка. И клеевой флизелин клеевой частью к себе, то есть наверх. Также подготовила лоскуты разных размеров. Средние лоскуты есть поменьше, есть побольше, в зависимости от того, какая у вас площадь заготовки. И также подготовила вот такие лепесточки, вырезала их из 4 цветов. Цветочки я расположу в 2 частях. И пока я их откладываю, начинаю вот таким образом любыми лоскутами заполнять все пространство, немного находя, чтобы не образовывались дырочки внахлёст. Ну, как-то неважно, каким образом, в какую сторону. И так выкладываем все полотно. Когда лоскуты все полностью расположены на заготовке, я иду к утюгу и хорошо пропариваю, приклеиваю таким образом лоскуты к флизелину. Это даст не стопроцентную фиксацию, но во всяком случае их зафиксирует. Далее я возьму вот такую евросетку или еврофатин, покрываю и иду к машинке. Я полностью перестала использовать органзу в таких изделиях, потому как, кто видел, как я делала эту заготовку, вот посмотрите, здесь плоховато видно, я сейчас покажу на другом изделии, но очень плохо он себя ведет. Я не люблю, вот здесь хорошо видно. Вот видите, какие волны. Ну вот здесь сейчас я возьму вот эту. Вот здесь хорошо видно на зеленом. Вот, да. Вот так хорошо видно. В общем, я такое не люблю. И органзу я перестала использовать. Теперь вместо нее евросетка. Я закрепила все утюгом, но так как у нас нахлест, все равно все детали не приклеиваются, поэтому дополнительно использую булавочки. Как подбираю стежку? В таких вот интересных рисунках я ищу просто мотивы. В данный момент, так как я выбрала вот такие лепесточки, вот мне очень понравилось здесь вот этот мотив. Единственное, что я не буду делать серединку. И вдохновляясь такими рисунками, я делаю стежку. Также бывают вот такие книги. Это разукрашки для взрослых и детей. Здесь тоже есть вот такие мотивы интересные. Также можно найти для себя здесь какие-то интересные фрагменты. Прорисовывать ничего не буду. Буду рисовать иглой. Идем к машинке. Сейчас я покажу вам стежку. Вот у меня уже половина простегана. Вот так цветочек выглядит. И сейчас я хочу показать на втором цветочке, как же делать такую стежку. Все очень просто. Нитка у меня черная, обычная швейная, полиэстер, но очень хорошего качества. И приступаем. Если, так как я продолжаю стежку, я этого не делаю, но вначале напоминаю о том, что нужно вытащить всегда нить на лицевую сторону. И сейчас я в уголочке своего лепесточка и просто иду по контуру. Если мне мешают иголочки, я их убираю. Я сейчас разворачиваю, чтобы вам было лучше видно. И вот как лежит у меня этот лоскуток, так я его и обвожу.
Но обвожу я только цветочек. Остальную стежку я делаю просто. Теперь мне нужно вернуться и перейти на маленький лепесточек, нижний. Я возвращаюсь в ту же линию, перехожу. Сейчас я либо пойду вверх, либо опускаюсь вниз. Ну, тут нет разницы, поэтому делайте так, как вам удобно. Иголочки аккуратно. Если вы где-то не попали в строчку, ничего страшного. При дальнейшей стежке здесь все закрывается. Игла у меня 90 для кожи. Как настроить? Я сейчас стежку делаю на промышленной машинке. Как ее настроить? Показывала в предыдущем видео. Кто не видел, посмотрите. Ссылку на видео оставлю в описании. Кто впервые смотрит мои видео, приглашаю вас подписаться. Задавайте вопросы. Также хотела бы сказать, что часто задают вопросы, как настроить, почему рвется. Я с радостью отвечу на эти вопросы, но если они требуют дополнительных каких-то фотографий, потому что иногда на словах сложно, я отвечаю на такие вопросы в Инстаграме, чтобы человек мог мне выслать фотографию, чтобы было все хорошо. Итак, я обошла по контуру, и сейчас я возвращаюсь в серединку и начинаю делать вот такие линии. Неважно, с какого лепесточка вы начинаете, просто повторяя контур. И здесь я делаю просто ровную линию. Все, вернулась назад. Сейчас я сделаю поближе. Вот так, думаю, хорошо видно. И давайте еще один лепесточек. И далее покажу, как сделать дальше. Смотрите, вот так, сейчас я немного... Здесь я делала, вот тут немного черного добавила. Это я немножко сделала по-другому, но вот эти кружочки покажу, как сделать. По вот этой линии я иду просто иголкой, выполняя беспрерывные кружочки. Сейчас я сделаю вам поближе. Лапка закрывает обзор, к сожалению, но думаю, что все
стараемся попадать между линий, формировать кружочки в пространстве, которые мы себе наметили. И все будет хорошо, красиво. Так как нитка черная, она создает некий графический вид. Все, закончили. Смотрите, я буду делать также эти линии и на маленьких, но вот это черное делать не буду. Сделаю немного по-другому, вам покажу. Сейчас я покажу вам лепесточки нижние и переход покажу. Я также делаю просто полосочки, но не с серединки, как мы делали, ну как я делала на больших, а с боковых частей. Сейчас я покажу вам переход, и вы поймете. Вот я перехожу в те же линии, просто перехожу на вот этот лепесточек. Вот так вам видно. И сейчас я буду идти по контуру боковушечки, не доходя буквально там 5 миллиметров, я делаю строчку. Опять по боковой и делаю строчку. Сейчас покажу, как буду делать заполняющую строчку. Все, возвращаюсь по той же линии. И сейчас вот эти части я сделаю просто зигзагом. Вам плохо видно? Ну, сейчас я покажу. Вершинка, возвращаюсь туда же и продолжаю зигзаг. Сейчас я покажу. Вот так это выглядит. Так, поближе. Что вам показать? Ага, не дает поближе, ну, думаю, и так понятно. Опять я перехожу по той же линии уже сюда. И также продолжаю делать вот такой зигзаг. Вершинку, туда же возвращаюсь и делаю дальше зигзаг. Сейчас я доделаю еще 2 лепесточка и перейду на заполняющую стежку. Покажу. Когда уже пришло время делать заполняющую стежку, здесь я не очень заморачиваюсь. Вот делаю как нравится. Иногда делаю вот такие круги, заполняю в них еще кругами. Делаю просто круги. Ну, как здесь вы видите, вот мне очень понравилась вот такая черепица. Сейчас покажу, как ее делать. И вот такие завиточки. Вот такие. Тоже покажу. И давайте сделаем завиток. Вот так, чтобы вам было видно. Делаем круг. И делаем вот такую спираль вовнутрь круга. Сделали. Возвращаемся в ту же строчку. И спираль получается такая выделенная. Если не попали в ту же строчку, возвращаемся. Делаем еще выделенную. Так, тут кружочек. Спираль показала. И сейчас покажу черепицу. Сейчас я перейду вот сюда. Вот здесь, я думаю, она будет красиво смотреться. Делаю просто круги. Делаю заполняющий круг. Вот смотрите, черепица. Мы делаем вот такие небольшие полукруги.
Затем немного поднимаемся вверх. И нам нужно приземлить следующую строчку на середине вершинки предыдущего полукольца. Ну, это сложно как-то на слух, но на самом деле, думаю, все понятно. И вот таким образом я делаю такие разные мотивы, как я уже показывала. Вдохновляюсь рисунком. Ну, какие-то элементы смотрю. Вот, например, вот эта спираль, вот это, вот здесь красиво. И вдохновляюсь и исполняю это иголочкой. Все, так заполняем полностью всю заготовку. Заготовочка простегана и готова к шитью изделия. Из нее можно пошить вот такой, например, кошелечек, либо сумочку, косметичку, все что угодно. Она прекрасно держит форму. И с тем учетом, что использовала я абсолютно ненужные обрезы, отходы от шитья, получилась очень даже эксклюзивная вещь. Ну а на сегодня все. До встречи в следующих видео. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Также напоминаю, что у меня есть Инстаграм, и мне можно писать туда, скидывать фотографии своих работ, которые вы сшили из моих мастер-классов. И я их опубликую у себя на странице. Всем пока-пока!